так интересно наблюдать за этим районом. Совсем недавно тут были леса, все было закрыто. Такой огромный район. Когда мы сюда переехали, был вот этот дом и вот этот дом. И вот эта труба была. Никогда не думала, что меня будет так радовать. Укроп проросший. Магазин. Я давно про него знал, но мы никак не пользовались. Нужно получить, от кого-то приглашение. Да. Аутлет брендов классный, кстати. Очень большой выбор Да. всего. Обувь, Вообще, одежда. там даже аксессуары. ювелирка. На первый заказ минус 10%. Она такая мягкая, такой материал клевый. Но я люблю такие, знаете, большой вариант, чтобы можно было есть, что хочешь, чтобы тут вот не видно было. С Сашей вышли на улицу погулять с нашим пуделем. Штруделем. Мы его называем пудель-штрудель. И знаете что? У нас мы увидели, что у нас построился на районе еще один дом. И так интересно наблюдать за этим районом. Постоянно здесь что-то строят. Вот даже сейчас вот это здание, это должен быть ресторан. Нет. Вот это здание должен быть ресторан. Здесь тоже что-то. Но здесь тоже что-то должно... О, кто вышел? Крюпка собачка. Чупинный друг. А точнее подруга. И вот я хотела показать вот этот дом. Еще совсем недавно тут были леса, все было закрыто. Строился, был в процессе, а сейчас уже облицовку сделали внешнюю. Блин, такой огромный район. Когда мы сюда переехали, был вот этот дом и вот этот дом. И вот эта труба была сделана, Саш. И все. No. Пудель-штрудель соединяет сердца. Пудель готов на что-то там. Я просто в восторге. Я просто не могла не похвастаться. Реально, смотрите, я думала, у меня ничего не вырастет. Просто остались вот такие пеньки. Но я надеялась и поливала, периодически, там, где-то раз в 2-3 дня. Но каждый день спшикивала вот так вот. Просто пшик, пшик. И у меня пошел укроп. Видно? Молоденький. Вот он. Я в шоке. Были такие пенечки, а вот видно прям, какой он зелененький. А вот это вот может обрезать. Но мне Саша говорит, что нужно их проредить. Слишком много пеньков. Возможно, он прав. Хочу проредить и буду выращивать дальше укроп. Я верила в него. Я знала, что он вырастет. Посмотрите, просто гляньте. Скоро будет большой. Будем укропчик есть. Ну и, конечно, моя гордость. Мой цветок. Моя гортензия. Не знаю, что будет летом или нет, но самое главное, что есть лепесточки. И значит, он живой. И я его планирую пересадить уже год. Сегодня, не сегодня, в смысле, вот где-то на следующей неделе точно. Мне осталось просто купить горшок побольше. Хочу купить, чтобы ему было проще. И пересажу. У меня для этого все есть. Просто меня так радует. Я надеюсь, что хотя бы к концу лета он уже будет такой большой, роскошный. Цветок, он пережил у меня зиму. Но укроп, конечно, вообще. Я в восторге. Честно, никогда не думала, что меня будет так радовать. Укроп проросший. И, кстати, вот про эту сетку. Мы в том году повесили вот такую вот сетку, потому что тут очень широкий разъем между этих палок. И Чупи кажется, что он толстый. На самом деле у него шерсти много. И он идеально пролазит между вот этих палок. И получается, что со стороны улицы, вот когда ходишь там, вообще не видно вот этого ограждения, вот этой сеточки. И так, знаете, она такая деликатная. И то есть она не убирает вид у нас все время остается такой же. И она деликатная, и Чупи, в принципе, знает, что барьер, и он не сунется. Сейчас тепло, и Чупи постоянно на улице. Вот здесь вот проходят его гулятельные будни. Он носок стырил. Это его, мы ему отдали. Вот он тут гуляет, и я, знаете, могу спокойно... У нас тут белье сушится. И я могу спокойно ходить и не смотреть за ним, потому что знаю, что тут есть барьер, ничего не сделает, он его не грызет, ничего вообще. Я чебоку-барабок. Он тут гавкает на людей. Смотрите. Вот так он смотрит, дальше он уже не грызет, ничего не делает. И можно спокойно тусить. Осталось тут только пол помыть, уже теплее, но я надеюсь, что тепло останется и дальше. Видно, что пол грязный, но мы тут еще не мыли. То есть зима, дожди, всякое. Чупи, ты хороший собака. Чупи самый хороший собака.
такая, смотрите, идет, чтобы его пожалели собаку. Да, пожалеть надо собаку мою. Такой Кто там кашляет? Кто там на твоем дворе кашляет? Он тогда так гавкает, когда ходит на его дворе. Это мой двор, не ходите здесь. Саша, как по-английски будет посылка? Ну, Посылка? вообще parcel, package. Но я подозреваю, что у тебя свой вариант. Да. Посылка. Ну, не знаю, никто не поймет этого. Я сейчас видео смотрела в Инстаграме, и там маленькая девочка, у нее был свой вариант английского, и любое слово, какое ей не говорили на русском, она вот, там, например, меня спрашивали, как будет по-английски чай? Она такая, чай. Это так было мило и смешно, я решила приколоться над Сашкой. Здравствуйте. Собака, когда вы перестанете болеть? Это не ко мне. Что вы от меня хотите вообще? Отстаньте от меня. Нет ответа. Зевунчик. Ладно, чем мы? Как всегда, с посылкой. Посылочка, причем такая интересная. Да, этот сайт. Да, магазин. Я давно про него знал, но мы никак не пользовались. Вообще магазин изначально немецкий, и фишка в нем такая, что он по приглашению работает. Ну, то есть, чтобы там покупать, нужно получить, от кого-то приглашение. И у меня оно давно уже было. Я еще когда в Беларуси заказывал через немецкого посредника, вот я получил это приглашение от них, от посредника, чтобы вообще иметь возможность там смотреть цены, товары, а цены там классные. Это И там получается... аутлет брендов классных всяких. Там типа дорогие бренды, но дешево. Ну, как дешево, по скидкам продают, не прям там дешево. Ну, очень большой выбор. Да. Всего. Вообще, Обувь, одежда, там даже аксессуары, ювелирка. очки, часы, не знаю, Да. что там только нет. Ну, ювелирка. Даже, наверное, собачьи какие-то штуки есть, я не знаю. Не знаю. Даже полотенца. Полотенца там такие классные, какие-то дорогие бренды этих полотенца. То мы не заказали, потому что мы профукали скидку классную. Может, еще будет. Собственно, в описании будет наше приглашение, ссылка. На первый заказ минус 10% благодаря ей. Действует ограниченное время. То есть, если хотите, то либо покупайте быстро, либо ждите, когда захотите, и тогда применяйте, регистрируйте. Но посмотреть можно, может, вам что-то тоже понравится. Хотя цены, наверное, видны только после регистрации. Но мы первый раз, кстати, заказывали с этого сайта. О, гав-гав. К тебе в гости никто не идет. А это что за фирма, я фиг знаю? Касса мода. Касса мода. Она дорогая какая-то изначально, как думаешь? Это прилично. Чё вообще? Вот это забавно. Блин, прикольно, классно. Я даже вот через эту... вот сайт. Если плохо видно. Best Secret. Best Secret. Или же с английским акцентом. Это... Даже вот через фольгу вот эту чувствую, какая мягкая ткань этой рубашки. И я заказала себе... Что? Кстати, обычно же дают какой-то бланк. Возврат. А тут по-другому. Через сайт все можно вернуть. Там бесплатная доставка, бесплатный возврат. И заказала себе джинсы. Почему ты так упакован? Кулек какой-то. Не-не, кулек. Что, посмотрим? На английском. Джинсы классные тоже. Скажи на английском джинсы. Джинс. Не, джинсы. Джинсы. Давай. Так, тут... Да ты рубашку свою открывай. Ладно, джинсы. Тут еще раз обязательно. Джинсы. Нет, джинсы. Вообще интересно, Джинсы. это типа от производителя такая упаковка или от магазина? Вот это вот упаковка. Это точно дорогие бренды. Нас обманули. Блюманки. Блюманки нас обманули. Блин, кто так завяз? Первый раз вижу, такой кулек сделали. Какой подарочный. Посмотри на этот огрызок. Кулек какой-то. Не знаю, на сайте выглядели симпатично. Они же прикольные.
Ну, были прикольные на сайте. Я не знаю, как в жизни. Угу. Интересно, вот эта вот линеечка, она стройнит или толстит? Мне кажется, они здоровые. Протертые, в смысле, их носил кто-то? Нет. Мне кажется, они здоровые какие-то. Посмотрим. Посмотрим. Такой тонкий джинс на самом деле. Тянущийся очень. Очень Тебе кто разрешал? Началось, Это да. всё не по-человечески. Не по-человечески. Отрываешь, и душа рвется на части, да? Почему не... Зачем я это делаю? Я же никогда не рву пакетики. Нет, твоя рубашка Ну, вот просто кул рубашка. прям. Она мне нравится. Ну, классно. Да, твоя рубашка классная. Ну, мятая трохи. Ну, погладить Но ее она никто не очень будет. приятная, такого текстуры. А скажи рубашка по-английски. Рубашка. Супер. Дай 5. Ну, дай 5. А как 5 по-английски? 5. Нет? Не Да. так? 5. Погнали. Погнали married? Married. Покажи свою рубашку. Да, как бы, как я и говорю, рубашку сложно испортить. Ну, она классная. Она такая мягкая, такой материал клевый вообще. Там мягкая. написано что-то типа кашемировое. Закос Ну, под кашемир, но не кашемир. чувствуется как кашемир. Да, но это не кашемир. Не, ну очень мягко вообще. Потрогаю тебя немножко. Классно вообще. И цвет мне нравится. Покажешь мои штрёксы? Да. Ну и джинсы вот такие. Ну реально издалека кажется, что это... Единственный минус, что вот тут как парашют, нет? Ну они такие, да. Блин, это же не знаю, вот так вот со стороны. Если я сяду, например, вот я сажусь, вот тетя будет так. Ну это стиль же такой. Какой Paperback. paperback. Мгм. Ну, то есть фактура у них как будто Ну, штруксы. штрукс. Ну нет, это полоски. Это не нарисованы. штрукс, а штрок. Или штрукс. Ну, в польском штрукс. А, в польском. Ну, такие мне нравятся. Да забавные. Да, Летние, забавные, да. весенние. Они очень Само то. легкие. Они больше, знаете, даже не джинсы, а брюки, наверное. Ну, может, такое что-то среднее. Джинсы они как-то... Ну, джинсы по-другому ощущаются. Такими А это плотными, все-таки да. как брюки. Вот я бы сказала, как брюки. Да, наверное. Но я люблю такие, знаете, большой вариант, чтобы можно было есть, что хочешь, чтобы тут вот не видно было. Это вот отпускные такие. Отпускай, даже чтобы не видно было, что я наела, и там гарбуз. Гарбуз. Ну все. Ну, короче, Нормально. оценка закупки, ну, 8 8 я согласен. Ну, доставка быстро, все Да. классно. Да. Рекомендуем. Я хочу кофе. Сашка, приготовь мне кофе. Ну, Я, если, кстати, купила. если получится красиво, я буду делать капучино. Давай. Покажем. Да. Я купила себе 2 в одном. Вот такой от Nescafe. Потому что я ненавижу кофе нормальный. Вот как люди пьют. Ну, Горький, невкусный, неприятный, у него вонючий запах. я могу сейчас сделать отзыв на Ну, давай, свежекупленный. Ну, уже не свежекупленный, но вот то, что Ну, в последнее время пью, мне из Лидла, мне не понравилось. Угу. Ну, такой. Вот это Белором из Лидла. Ну, написано, типа, хорошо для эспрессо, крема и арома, и все дела. Арабика 100%. Но кислит, как по мне. Ну, в капучино еще более-менее, а в чистом виде очень сложно пить. Ну и тот самый кофе долгожданный. Это мой 2 в одном, а это Сашкин обычный. Смотрите, по цвету практически не отличается, ведь правда? Сашка бы и не понял, если бы я ему подала свой. Тем более он без сахара, его без сахара. Ты разницу не почувствуешь. Но на самом деле я не могу пить обычный кофе. Я уже это говорила 500 тысяч раз. Могу пить только такой. 2 в одном с молоком. А Саша не может пить мой кофе. Мы идеальная пара.